Для многих людей домашние животные становятся настоящими членами семьи. Они живут рядом с хозяевами, привыкают к их голосам, распорядку дня и полностью доверяют людям. Но иногда даже самая маленькая случайность может привести к большой опасности. Именно такая история произошла с одной серой кошкой по имени Мия, которая однажды оказалась в ситуации, где ее жизнь висела буквально на волоске. Мия была обычной домашней кошкой. Она жила в квартире вместе со своими хозяевами уже несколько лет и никогда не выходила на улицу. С самого маленького возраста она привыкла к спокойной жизни в доме. Ее любимыми местами были мягкий диван возле окна, теплая лежанка в комнате и подоконник, с которого она могла часами наблюдать за происходящим во дворе. Хозяева очень любили Мию и всегда старались заботиться о ней. Они знали, что кошка никогда не была за пределами квартиры, поэтому старались следить за окнами и балконной дверью. Для них было очевидно, что домашняя кошка, которая не знает улицы, может легко испугаться или попасть в неприятности. Однажды утром семье пришлось срочно уехать. Это была обычная поездка, которая не должна была занять много времени. Хозяева собрали необходимые вещи, проверили, есть ли у Мии вода и корм, погладили ее перед уходом и вышли из квартиры. Они даже не заметили небольшую ошибку. Балконная дверь осталась приоткрытой. Никто не подумал, что Мия может заинтересоваться балконом, ведь раньше она никогда туда не выходила самостоятельно. Хозяева были уверены, что кошка спокойно проведет время дома, как делала это всегда. После того, как дверь квартиры закрылась, в доме стало тихо. Первое время Мия лежала на своем любимом месте и отдыхала. Но через некоторое время она услышала необычные звуки. С улицы доносилось пение птиц, шум ветра, голоса людей и другие незнакомые для нее звуки. Кошка подняла голову и стала прислушиваться. Ей стало интересно, откуда все это доносится. Она медленно подошла к балконной двери и увидела пространство, которого раньше никогда не исследовала. Мия была очень любопытной кошкой. Она осторожно сделала несколько шагов вперед и оказалась на балконе. Для нее это было совершенно новое место. Она смотрела вниз, наблюдала за движением людей и машин и пыталась понять, что происходит вокруг. Но кошка не понимала главного, насколько опасной была высота. Так как она никогда не была на улице, у нее не было опыта поведения в таких ситуациях. Она не знала, что один неосторожный шаг может привести к трагедии. В какой-то момент Мия потеряла равновесие. Все произошло очень быстро. Испуганная кошка сорвалась с балкона, но благодаря невероятной случайности успела зацепиться двумя передними лапами за край. Несколько секунд она просто висела в воздухе. Ее маленькие лапы изо всех сил держались за бетонный выступ. Кошка пыталась подтянуться обратно, но высота была слишком большой, а сил постепенно становилось все меньше. Мия была напугана. Она пыталась мяукать, звала на помощь, но хозяев дома не было. Каждая секунда казалась бесконечной. Она продолжала держаться только благодаря инстинкту выживания. Именно в этот момент судьба распорядилась так, что рядом оказался человек, который мог ее спасти. Сосед Андрей вышел на свой балкон проверить растения. Он жил в соседней квартире и совершенно случайно посмотрел в сторону балкона Мии. Сначала он даже не понял, что происходит, но через несколько секунд он увидел серую кошку, которая висела на краю и из последних сил пыталась удержаться. Андрей сразу понял, что ситуация очень опасная. Он не мог просто наблюдать, потому что кошка могла сорваться в любой момент. Мужчина попытался придумать, как помочь ей, но расстояние между балконами не позволяло ему просто дотянуться рукой. Тогда он быстро достал телефон и начал звонить хозяевам квартиры. К счастью, у него был номер женщины, которая жила там. Когда она увидела звонок, она сразу ответила, не ожидая услышать такие слова. Андрей сообщил ей, что произошло с ее кошкой. Женщина сначала не могла поверить. Она знала, что Мия никогда не выходила на улицу и не могла представить, что она окажется в такой опасной ситуации. Услышав, что ее любимая кошка может погибнуть, хозяйка сразу бросила все свои дела. Она не стала думать ни о чем другом и немедленно отправилась домой. В дороге она очень переживала и постоянно надеялась, что успеет приехать вовремя. Пока хозяйка ехала, Андрей оставался рядом и продолжал следить за Мией. Он разговаривал с кошкой спокойным голосом, стараясь ее успокоить. Животное было сильно напугано, но все еще держалось. Каждая минута была очень важной. Казалось, что силы кошки уже заканчиваются. Ее лапы дрожали, но она продолжала цепляться за край.
Когда хозяйка наконец приехала, она быстро поднялась в квартиру. Она осторожно подошла к балкону и увидела Мию. Сердце женщины сжалось от страха, но она понимала, что сейчас нельзя паниковать. Она медленно протянула руки к кошке и начала ласково разговаривать с ней. Мия услышала знакомый голос своей хозяйки и немного успокоилась. Через несколько мгновений женщина смогла аккуратно схватить ее и поднять обратно на балкон. Кошка была спасена. Хозяйка крепко прижала Мию к себе и не могла сдержать слез. Она понимала, что еще немного времени, и все могло закончиться совсем иначе. В тот день она чуть не потеряла своего любимого питомца. После этого случая семья полностью изменила свое отношение к безопасности. Они больше никогда не оставляли открытыми балконные двери без присмотра. Они установили дополнительные защитные элементы и сделали все возможное, чтобы Мия больше никогда не оказалась в подобной ситуации. Андрея семья поблагодарила за его внимательность и быстрые действия. Если бы он в тот момент не вышел на балкон и не заметил кошку, история могла бы иметь печальный конец. После пережитого Мия стала еще сильнее привязана к своим хозяевам. Она больше не пыталась самостоятельно выходить на балкон и предпочитала наблюдать за внешним миром из безопасного места возле окна. Эта история стала важным напоминанием для многих владельцев животных. Даже если питомец кажется спокойным и домашним, он все равно может попасть в опасную ситуацию из-за обычного любопытства. Домашние животные полностью доверяют людям и не всегда понимают, какие опасности могут их окружать. Поэтому ответственность за их жизнь всегда лежит на хозяевах. Для Мии тот день стал самым страшным испытанием в жизни. Но благодаря случайности, внимательному соседу и любви ее хозяйки, она получила второй шанс. Теперь серая кошка снова живет в своем любимом доме, где ее ждут забота, тепло и безопасность.